Друзья, приветствую вас! Это вторая часть обзора российские акции. Давайте рассмотрим, что происходит и какие движения ожидать сегодня на российском фондовом рынке. Так, друзья, давайте начнем со Сбербанка. По нему здесь, и технически по дневному таймфрейму и с учетом того, что происходит на рынке нефти и с новой историей по схлопыванию волатильности, есть все основания двинуться наверх и пробить 272. Вот если такое происходит, то открывается возможность движения, цель которого будет 280-282, вот сюда, вот к этому диапазону. Сейчас он пока заперт, вот здесь идет проторговочка, но давайте посмотрим более короткие таймфреймы. Переходя на 4-часовик, вот здесь интересная картинка, которая указывает на то, что вот здесь весьма вероятно будет пробой 272 и пойдет движение, первая цель которой по 4-часовику будет 276,3. Отработка вот этого максимального значения локального максимума, и после его пробоя будет движение на 282. В каком случае мы сейчас с утра этого движения не получим? Если здесь формируется откат и пробой значения 269,5, вот этого значения. Если такое происходит, то мы остаемся в этом диапазоне, и отсюда развивается движение к нижней границе, которая находится на 267. Так, друзья, далее Газпром, сразу беру 4-часовой таймфрейм. Смотрите, здесь какая картина. 221, 220, вот здесь у него есть диапазон, сильный уровень. Если этот сильный уровень пробивается, то весьма вероятно, что пойдет, по крайней мере, попытка движения потестить 214,5. Если этот диапазон не пробивается, то здесь у нас разворотная формация сейчас возникла. И у этой разворотной формации, как минимум, цель движения будет потестить 227, вот это вот значение, которое здесь сформировано. Если здесь возникает пробой, отсюда идет импульс движения. Цель этого импульса прийти на 233 и попробовать его пробить для того, чтобы уйти на 256. Вот. Ну, это пока достаточно оптимистичный сценарий. Вот. Мы его будем иметь в виду, но пока его рассматривать, пока здесь пробоя нет, не будем. То есть наиболее вероятно сейчас с утра разовьется движение на 227. Это не произойдет в том случае, если идет откат и пробой 220. Вот такое движение, оно сразу приведет на 216 и потом, возможно, 214,5. Здесь, с моей точки зрения, собрались все основания для того, чтобы, как минимум, реализовать вот это движение. Так, друзья, далее Норильский никель. Но смотрите, здесь прям какой-то цикл у него пошел. Но на самом деле это не у него цикл. Здесь проблема заключается в том, что вот те все предприятия, которые добывают сырье, у них основные мощности, основные там шахты, там проложенные коммуникации, это все было сделано много десятилетий назад при Советском Союзе. И очень высокий износ основных фондов у всех предприятий. Но это и у Норильского никеля, и у большинства других предприятий, которые занимаются добычей ресурсов природных. Вот. Судя по частоте происхождения аварий, никто не заморачивается с обновлением основных фондов. И поэтому мы вообще по большинству российских компаний, которые занимаются добычей и производством, вошли в фазу повышенной турбулентности и реализации техногенных катастроф. Опять же, это мое личное мнение, но вот последние примеры, особенно по Норильскому никелю, они указывают на то, что у России сейчас появляется и, возможно, будет активно раскрываться новый риск, связанный с реализацией техногенных катастроф из-за высокого износа основных фондов, которые с советских времен пришли. Это опять же касается не Норильского никеля, а вообще в целом всей добывающей экономики. Опять же подчеркну, это моя субъективная точка зрения, и здесь по большинству российских предприятий, которые занимаются добычей, вполне такой каскад событий, как с Норильским никелем, может произойти. Вот. Далее берем недельный таймфрейм.
Но смотрите, здесь ключевой уровень 25, его покололи, но не пробили. Это позитивный момент. Он указывает на то, что акции не дали совсем уже упасть и скатиться. Если рассматривать месячный таймфрейм, то здесь у нас разворотная формация, и цель у этой разворотной формации наш давнишний знакомый уровень 18300. Вот сюда вот сходить. Вот. Но с текущих значений пока такое движение видится маловероятным. Возвращаясь к дневному таймфрейму, с учетом всех происшедших событий, здесь, ну, несомненно, возник определенный локальный тренд на разворот. Вот. Единственное, здесь по этому тренду нисходящему есть ряд вопросов, которые указывают на то, что он, скорее всего, не реализуется сейчас без существенных корректирующих откатов на мировых и российском рынке. И поэтому, с моей точки зрения, если нету пробития, устойчивого пробития 24500, то есть не покалывания, а именно устойчивого ухода под 24500 и консолидации, то вот это движение, связанное с падением, оно будет откуплено в ближайшее время, и отсюда разовьется коррекционный откат. Цель этого отката будет 27150, наша давнишняя знакомая цель. Ну а потом, соответственно, переписать вот этот максимум. Если все-таки мы 24500 пробиваем, и здесь начинается консолидация, проторговка под 24500, то в этой ситуации будет наиболее вероятно движение вниз. Цель этого движения сначала будет 23150, потом 22000, и надо будет по ходу смотреть, как здесь развивается движение, какие выкупы, продажи идут, и, соответственно, исходя из этого, посмотрим, как эта динамика будет происходить. Пока, я думаю, высока вероятность того, что мы вот все эти новости негативные отыграли, но на самом деле раздали на хаях. Вот, и посмотрим. То есть, я думаю, что существенная вероятность того, что мы где-то здесь остановимся. Опять же, обращаю внимание с точки зрения технического анализа и вообще как бы по жизни здесь вот эта картина, она называется «Ловить падающий нож». Но в силу определенных обстоятельств мне видится, что здесь есть некий незримый уровень, который будет препятствовать дальнейшему движению вниз. Я могу ошибаться, посмотрим, так ли это или нет. В конечном счете есть манящая цель 18300. Вот, но с учетом того, как произошел весь этот рост, насколько, я думаю, без каких-то таких очень мощнейших потрясений такое движение пока видится маловероятным. Так, друзья, далее давайте Яндекс посмотрим. Ну, смотрите, здесь вот он 4900, видите, все как бы, все страсти вокруг него кипят, ниже не пускают, начинают выкупать. Вот, поэтому, если этот уровень и дальше продержится еще несколько дней, высока вероятность того, что отсюда мы получим отскок и, возможно, даже переписывание исторического хая. Так, друзья, далее ВТБ, ну вот дневной таймфрейм, если брать, вот как только сейчас произойдет пробой уровня 0,03751, отсюда пойдет движение, цель его будет потестить 3,8798, вот этот уровень. И в случае его пробития дальше пойдет движение на то, чтобы переписать 41440, вот этот локальный максимум. ВТБ привлекателен в том плане, что у него очень много целей наверху осталось, которые он пока не отработал. Это дневной таймфрейм. Сейчас мы заперты в диапазоне нижняя граница 36566, верхняя граница 38826. Сейчас наиболее вероятно идет движение с целью потестить вот эту верхнюю границу и в случае пробития переписать вот этот максимум. Так, ну и вот часовой таймфрейм. Здесь развивается движение, цель его сейчас будет тестирование 37598. И как только мы здесь получаем пробой и закрепление, отсюда пойдет движение. Цель этого движения будет 3,8 копейки вот сюда, в этот диапазон. Если сейчас пробоя здесь не возникает, то пойдет коррекционный откат. Цель этого отката будет 37,106, вот сюда, вот это значение. Так, друзья, далее вопрос был по магниту, но смотрите, у магнита вот есть волшебный уровень, который 4800.
Вот если этот уровень удерживается, нету пробития, то все хорошо, все отлично. И все вот эти движения — это набор позиций, которые будут предшествовать дальнейшему росту. Вот. Ну и на дневном графике мы сейчас как раз наблюдаем такую формацию, что здесь либо от текущего значения, либо от 4865 возможен разворот и как минимум коррекционный отскок. Цель этого отскока 5180 и 5331. Вот. Если вот здесь не будет остановки от текущего значения до 4865, то тогда мы идем вот на этот сильный уровень, и здесь, наверное, какое-то время будет проторговочка, либо на сильном уровне, либо под ним. Вот. Но пока в большей степени приходит на ум это разворот вот от этого значения до 4865. Опять же, обращаю внимание, что как бы текущие реалии таковы, что не факт, что будет происходить рост потребления. И поэтому осенью этого года все ритейлеры могут оказаться под сильным давлением. И Магнит, и Лента, и все другие. Но исключение только тех, кто ориентирован на удаленную доставку типа Озона. То есть они как бы могут, если не разразится полномасштабный кризис, они свои позиции могут вполне удержать. Итак, по Магниту сейчас ситуация, она благоприятствует развороту и как минимум коррекционному отскоку на 5319. Это не произойдет, если будет пробой 4865. В этой ситуации он идет торговаться на 4800, вот сюда, вот в этот диапазон. Все, друзья, основные акции. Спасибо за внимание.